Всем привет, дорогие друзья, Алексей. Где мы находимся? Мы во Францию куда-то заехали, решили лошадь подковать. Нашли, но нет человека, кто подковывает. В общем, это какая-то французская, французская пуэбло, французская деревушка в таком стиле. Вот дома сделаны из камня, все в цветах. А всего лишь минут 20 мы ехали от испанских Пиренеев, то есть из того местечка, из того пуэбла, где мы остановились, в Каталонии, с нашим таким, так сказать, туристическим маршрутом. Так, всем привет, дорогие друзья! Как я уже сказала, мы находимся сейчас во французском городочке, во французской деревеньке даже, я бы сказала, и мы отдыхаем в Пиренеях. Опять мы приехали сюда. Август месяц на носу, сейчас июль, жара на побережье. И вот очень хорошо здесь отдохнуть. Чем удобно место, где мы остановились? Тем, что можно съездить так легко во Францию. Недалеко от Тулузы, недалеко от разных других местечек. И можно просто окунуться вот в такую обычную деревенскую жизнь. Прохладненько, градусов 19 максимально. Очень комфортно, хорошо дышится, хорошо спится, бывает такой легкий ветерок, и можно прогуливаться в горы. Различные маршруты, от легких, от суперлегких до более каких-то тут продвинутых. Вот. Можно просто самостоятельно путешествовать, можно с гидом, даже есть бесплатные туры. В общем, это я говорю про испанские Пиренеи, про то место, где мы... Поилка лошадей надо было. Останавливались. А это, вероятно, да. Вот какое-то местечко мы остановились здесь. Подковывали лошадей. Почему-то вот в туристическом на карте это место обозначается. Но пока я не вижу никого из людей. Сегодня рабочий день, наверное, все в полях. Все работают. Здесь вот старая какая-то красивая церквушечка. Нам нужно сейчас подняться вверх туда. Кругом такие шикарные горы. Пойдемте погуляемся. Угу. Все из камня, потому что здесь бывают снега, холодно зимой, поэтому дома утеплены. Итак, вот такая французская деревня. Мне даже напоминает вот какие-то в Ленинградской области, в Ире, вот такие домики деревянные, ставенки, амбары. Лежал где-то в реке, видимо, или видишь, его притащили. Камушек. Тут, наверное, следы какие-то. Самое интересное, что вот, это маленькая какая-то деревушка, но все расписано. Посмотрите, тут куча всяких информационных табличек. Наскальные рисунки кто-то делал. Да? Когда-то, видимо. Поэтому сюда притащили. Ничего себе. Или окаменелый след. Может быть, это след кого-то, действительно. Может, вот это что? Моторок какой-то сейчас. Мы потом прочитаем и обязательно это все расскажем. Мы выяснили, и это так называемые мегалические артефакты, оставленные людьми, жившими здесь тысячи лет еще в доисторические времена. Такие углубления встречаются по всей Европе и датируются примерно 5000-2000 лет до нашей эры. Ученые до сих пор точно не знают, зачем они были сделаны. Это могло быть связано с ритуалами, поклонением богам или даже астрономическими наблюдениями. А крыши? Знаете, из чего сделаны крыши? Как интересно. Смотри, вот такой слов нет. Лесенка наверх сделана. Тык-тык-тык. И мансарда, маленькое окошечко. Представляешь, что здесь снегом заваливается? Да, и течет вот этот вот с гор течет ручеек. Так по всему городульке и течет. Пчелки дикие. Как тебе деревенька? Супер. Французская? Как будто 1886 год занял. Не похоже на финское что-то? Может быть, да. На Ирландию, Исландию. Не кажется? На Британии, может быть, крышами. Британия. Вот Франция, да. Хардин.
наверное, на французском языке. Часть истории. Какой-то старый пресс. Интересно. Здесь написано. Все подписано. Такие старые домики. Такой старый французский населенный пункт. Здесь написано «Добро пожаловать». Буэнвенидус. Кто читает по-французски, переводите. Так вот, на этой табличке написано «Добро пожаловать в страну медведя». Здравствуйте, я Медведь из Пиренеев. Приглашаю вас с гидом исследовать эту территорию для прогулок. Чтобы сохранить наше спокойствие и уберечь стада, прошу вас держать собаку рядом и оставаться на размеченных тропах. Спасибо, приятной прогулки. Эти таблички – часть экологической и туристической информации. Везде видно, что каменные постройки, вот из таких камушков. Уже тут поросло мхом. Деревушка такая. Да, самая настоящая деревушка. Деревушка из каменных мхов. С гор стекает вот такая вот чистейшая вода, которую можно пить. Холодная, можно умываться. Вот такая вот красота, такое великолепие. Но в то же время рядом вся цивилизация. Множество музеев, можно доехать до Тулузы, другие какие-то великолепные места. Поэтому здесь не будет ощущения дикости, что вы в какой-то депрессивном пуэблу находитесь, в котором нет жизни, нету перспективы. Здесь все рядышком. Можно жить вот тут, отдыхать, путешествовать и в то же время находиться более развито. Вот какая-то малина, она еще зеленая. Вон как вода плещется. Мы перебрались сюда, смотрите. Заросли ежевики. Какая вкусная. Ух ты! Вот спелая ягодка. Фантастика. Но она только поспевает. Угу. В магазине-то уже есть у нас в Лиделе, в Меркадоне. А это лесная, чистейшая, которая растет с папоротниками вот тут рядом. С горным ручьем. Вот они Пиренеи, вот она зелень. Пешком можно добраться везде, даже до таких отдаленных. Ну, попробуй. Не хочу, спасибо. Вкусно, да? Ролик назовем «Объелись ежевики в горах». Смотрите, какие красивые гортензии. А это, наверное, уличный туалетик. Я посмотрю. Правда это туалет? О, туалет. С туалетной бумагой и унитаз. С водой, наверное. Можно воспользоваться. Такая красота, везде можно умыться. Везде есть водичка. Она, наверное, горная вода. Ой, чистая. Да. 1886 год. Ой, вода какая хорошая. По официальным туристским данным, многие такие фонтаны обозначены как агуа но тратада, то есть необрабатываемая вода, но при этом питьевая и очень качественная, особенно в горных районах Северной Каталонии и Пиренеев. Так, что у нас тут есть еще? Интересно, скамеечка, на которой что-то написано. Красота. Дорогие друзья, конечно, об этом не все рассказывают, я вам расскажу. Зашла я вот в этот туалет, уборная. Что меня поразило, что эта деревня, это где-то в горах, но там нормальный унитаз и вода. Там можно пользоваться водой. Это нормальный городской унитаз. Он
Извините, он спускает, да, и все там работает с туалетной бумажкой, чисто, ароматно, рядом гортензии растут, и все люди пользуются очень аккуратно. Ну, туристов здесь мало, и я, наверное, за последнее время первая, кто зашла сюда, чистенько, аккуратненько. Ну, живут паучки, вот, очень здорово. Меня это, конечно, поразило. Здесь скамеечка, можно отдохнуть. Очень приятно, мило лицезреть на все достопримечательности, порелаксировать. Вот такие вот они милые французские деревни здесь, в Пиренеях, рядышком с тем местом, где мы остановились на отдых. Здесь можно погулять, как говорится, в туристические походы легкие сходить, побродить. Очень миленько, тихо, спокойно журчит вода. В общем, все 33 удовольствия. И водички можно охладиться, попить, помыть ручки. И в туалет прилично сходить, не надо кусты, значит, загаживать. И полюбоваться красивыми видами. Вот так. В этой французской деревне, как и в прочих деревнях в Пиренеях, почти все дома строят из местного камня, известняка, сланца или булыжника. Стены обычно очень толстые, зачастую выложены сухой кладкой. Такая архитектура обеспечивает эффект термальной массы. Зимой дом надежно сохраняет тепло, а летом прохладу. Кровли же делают из сланца или ордоза с крутым уклоном, чтобы быстро сбрасывать снег и выдерживать горный климат. В каждом доме есть ворота, значит, машины у каждого есть. Так вы лошадей заводят, лапу заднюю поднимают вот так вот и подков меняют. Готовят. Вот, ну, то есть где-то на Google Maps ты нашел это место, то есть его пометили как для посещения туристов. Да, в принципе, вот это Пуэбло. Сохранилось с 1886 года, вот это поилка для лошадей, потом поилка для людей. А ты обратил внимание, что делают вот из камня? Во Франции вот много таких домов, да? Это, наверное, для тепла все-таки выкладывали. Стеночка, да, не совсем ровная. То есть этот дом-то уже старый. Но, видимо, он теплый. Здесь, наверное, есть печечки, камины. Снег выпадает в горах. Пожалуйста, иммобилария можно. Иммобилария, да, кто-то вот занимается, кто-то живет здесь. Очень красиво, красивые цветы. Домик, пишите. Так что на этом вот у нас будет это посвящено, наверное, этому месту отдельное видео. Просто для того, чтобы вы понимали, дорогие друзья, ну какие места здесь бывают. Вот очень интересно все. А мы движемся дальше. Может быть, еще что-то посмотрим. Семейный ресторанчик такой интересный. Зашла в туалет. Здесь даже можно душ принять. Ну, опять это трасса. Здесь даже можно душик принять. Вот такой вот сервис. Представляете? В горах, можно сказать. В природе. Очень красивый дизайн. Такой в ресторанчике. Причем ресторан находится здесь у дороги. Везде герань выращивают. Очень красиво украшают. Очень оригинально. Вот такие вот у дороги красивые бывают ресторанчики с охлаждением и стилизованные креслами. Это все говорит о том, что здесь все-таки катаются на лыжах. Смотрите, козлики, олени изображены. Здесь бывает снег. Здесь такие вот подъемнички рядом с горами, рядом с дорогой. Красивые места. Вкусная кухня. Меню Дель Дио 19 евро. Детская 13. Вкусная еда, местная кухня. Не китайские, не японские суши. Национальная еда. Вот такие перекусы мы легкие делаем после путешествий, после ходьбы. Знаете, везде олени нарисованы. Наверное, они водятся в горушках.